Всем привет, друзья! Сегодня в этом видео я хочу с вами погрузиться немного в детство, а именно в 1990 год, в то время, когда вышел первый фильм о 4 зеленых черепахах и их наставнике-крысе. До этого фильма было много вариаций черепашек-ниндзя, были комиксы, игры, а также мультсериал. Но в этом видео я не буду затрагивать все эти варианты черепашек. Если вам интересно было бы увидеть видео о всех вариациях черепах, начиная от комикса и заканчивая последним мультсериалом, то пишите об этом в комментариях или ставьте лайки этому видео. Чем больше всего этого будет, тем лучше. Потому что я буду понимать, что вам действительно было бы интересно посмотреть видео такого формата. Ну и по старой традиции, если вы узнаете из данного видео что-то новое для себя, тогда ставите лайк. Если все, что я вам расскажу, для вас будет не в новинку, тогда со спокойной душой ставите дизлайк. А мы начинаем. Знаменитых черепашек-ниндзя создали два художника, Кевин Истман и Питер Лэрд. Впервые они появились на страницах комикса, издателем которого была Mirage Studios в 1984 году. Первый комикс разошелся тиражом в 3000 копий, а спустя 36 лет экземпляры первого тиража, которые продавались на момент выхода по $1,5, на данный момент превысили цену в $2500. Цена варьируется от $2500 до $4000. А первый набросок черепашек-ниндзя, сделанный совместно Кевином Истманом и Питером Лэрдом, в мае 2012 года был продан на аукционе за $71 700. Первое появление черепашек-ниндзя на телеэкранах было в одноименном мультсериале, который так и назывался «Черепашки-мутанты-ниндзя» и вышел в 1987 году. Песню черепах, с которой начинался данный мультсериал, в 90-х знал каждый ребенок, да и сейчас, я думаю, каждый с легкостью вспомнит мотив данной песни, настолько были популярны черепахи. Популярность черепах была настолько высока, что когда люди произносили имена Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо, первая мысль, которая приходила в голову, была именно о 4 любителях пиццы, а не о художниках и скульпторе эпохи Ренессанса. Так что они с легкостью могли соперничать с Бэтменом или Суперменом, поэтому и было решено снять первый фильм о данной четверке. Изначально фильм планировали выпустить в середине 80-х годов, еще до того, как появится первый мультсериал. Но из-за того, что фильм хотели сделать как прямую адаптацию комиксов, ни одна студия не хотела браться за картину, так как считали ее провальной. Но компания Golden Harvest, которая находится в Гонконге, решила заняться данным проектом, чтобы выйти на международный рынок. Я с полной уверенностью могу сказать, что «Черепашки-ниндзя» 1990 года выпуска является самой удачной кинокартиной, которая появилась в кинематографе. Даже недавние фильмы о черепахах не смотрятся с таким удовольствием, как этот фильм, и оно понятно, потому что режиссер Стив Бэрон и его коллеги проделали колоссальную работу над фильмом, а главное, выбрали правильный подход – сделать весь фильм в духе олдскульных китайских боевиков. Ну и давайте немного о сюжете, потому что вдруг меня смотрят люди, которые не знают о черепашках-ниндзя. Я, конечно, не уверен, но если такие есть, напишите в комментариях, почему вы не смотрели мультфильмы, фильмы, почему комиксы не читали. Интересно просто. Действие начинается с того, что в канализацию Нью-Йорка попадает колба с радиоактивным веществом мутагеном и разбивается. Черепахи, которые жили в канализации, случайным образом попадают в это вещество и, соответственно, превращаются в человекоподобных черепах-подростков. Также их находит Сплинтер, это крыса, которая также попала под влияние этого вещества и мутировала. Сплинтер дает найденным черепахам имена Микеланджело, Донателло, Рафаэль и Леонардо и воспитывает их в духе восточных единоборств. По случайному стечению обстоятельств их друзьями становится репортерша Эйприл О'Нил и мститель в маске Кейси Джонс. Ну и теперь главная задача наших 4 зеленых друзей – это победить злодея Ороку Саки, который известен нам как Шреддер. Начнем, пожалуй, с костюмов. Их создала студия Джима Хэнсона, создателя «Улицы Сезам» и фильма «Лабиринт». Несмотря на то, что костюмы были пошиты очень качественно, они все равно постоянно рвались, что в принципе и логично, ведь актеры в них прыгали и участвовали в драках. Кроме того, они были настолько плотными, что создавалось впечатление, что актеры посещали сауну. Кстати, интересный факт. Актер, который играл Рафаэля, страдал клаустрофобией, и после каждого дубля он с ужасом срывал с себя маску черепахи. Помимо того, что костюмы были плотными, они еще и весили немало. К примеру, электронное оборудование в каждом панцире весило 27 килограмм. Я думаю, все понимают, что то, как снимаются фильмы сейчас, не идет ни в одно сравнение с тем, как тяжело приходилось снимать ранее. Для того, чтобы черепашки были больше похожи на людей, нужно было, чтобы они разговаривали, открывая при этом рот, двигали бровями и использовали прочую мимику. Для этого было решено установить маленькие электромоторчики в панцирь черепах, которые с помощью проводов крепились к голове, а все это дело крепилось к аккумуляторной батарее, которая находилась на поясе актеров.
Таким образом, операторы могли создать мимику персонажей. А вот их учитель Сплинтер — это, грубо говоря, игрушечная кукла, для движения которой привлекались сразу 3 кукловода. Образ злодея Шреддера был взят из обычной терки. Дело в том, что однажды Кевин Истман во время мытья посуды настолько устал, что решил выплеснуть свои эмоции странным способом. Он надел на руки терки и начал носиться с ними из комнаты в комнату. Так и родился злодей, которого из терки предложили переименовать в Шреддера. К тому же, в комиксе он был настолько незначительным персонажем, что в одном из первых выпусков он погиб. Также Шреддер вошел в топ-100 злодеев комиксов по версии IGN и занимает там 39 место. О его костюме не вижу смысла говорить, потому что ничего сверхъестественного там нет. Кстати, созданный им Foot Clan, что означает клан ноги, это пародия на клан руки, который был в комиксах компании Marvel про Сорвиголову. Между прочим, актеры, которые играли Черепашек-ниндзя, также играли другие роли в фильме. Джош Пейс, который играет Рафаэля, также сыграл пассажира такси сразу после того, как Рафаэль запрыгнул на капот. Мишлен Систи, который сыграл Микеланджело, сыграл человека, который доставлял пиццу в канализацию. Лейв Тильден играет Донателло и также играет члена банды, который встречает Эйприл на станции метро. А Дэвид Форман, который сыграл Леонардо, также сыграл члена банды во время боя Кейси с Тацу на складе. К тому же, Ташиширо Абата, который сыграл роль Тацу, на самом деле мастер боевых искусств, и он даже создал свой стиль боя на мечах, который называется Синкенда, и на данный момент ему обучают в 90-х школах по всему миру. Между прочим, для того чтобы скрыть тот факт, что костюмы черепах были очень громоздкими и медленными, сцены диалога в фильме снимались со скоростью в 23 кадра в секунду, а боевые сцены снимались со скоростью в 22 кадра. Поэтому при воспроизведении фильма со скоростью в 24 кадра они выглядели немного быстрее. Также в «Черепашках» есть очень много удаленных сцен. К примеру, была отснята сцена на ферме, но ее удалили, и найти полную сцену не предоставляется возможным. Есть только некоторые короткие фрагменты этих сцен и фотографии со съемок. Также есть еще и альтернативная концовка фильма, где Эйприл приносит комикс про черепашек к создателю комиксов, но он, почитав ее историю, говорит о том, что она слишком отдалена от реальности. А в это время за окном на него смотрят 4 черепахи, и Микеланджело чуть не срывается вниз, а после удивляется словам издателя комиксов. Far-fetched. Shish. Как и ожидалось, 13,5 миллионов долларов, которые были вложены в фильм, вернулись создателям гигантскими сборами в мировом прокате. Фильм собрал более 200 миллионов долларов, так что был сразу включен зеленый свет на создание второй картины о зеленых братьях. Кстати, после выхода первого фильма в Британию завезли около 250 тысяч черепашек, для того чтобы удовлетворить нужды юных фанатов, которые хотели иметь у себя черепах в качестве домашних питомцев. Для второй части картины бюджет был увеличен вдвое, и спустя год мы увидели вторую часть фильма. Но, к сожалению, прироста кассовых сборов не произошло, и более того, сборы упали, хотя фильм не уступал своему предшественнику в драйве и был немного переориентирован на чуть более младших подростков. Несмотря на это, собранных денег было достаточно для того, чтобы в 1993 году, как раз на спаде популярности черепах, вышла еще одна картина, в которой четверку отправили назад во времени. Но тут даже преданные фанаты картины, над которой уже не трудилась студия Джима Хэнсона, отнеслись прохладно. Оно и неудивительно. Черепахи лишились своего кукольного обаяния и существенно поглупели, в отличие от предыдущих картин. Кстати, в картинах, которые вышли после 1990 года, вы могли заметить, что героиня Эйприл поменялась. Все потому, что ее решили не привлекать к съемкам из-за ее жалоб на ТВ о 6-дневном рабочем графике и большого количества насилия в фильме. Черепашки-ниндзя 3 с большим трудом, но все-таки окупились. Однако на этом их замечательная история по сути закончилась. Как и это видео. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое для себя. Поэтому не ленитесь и поставьте лайк. А на этом я с вами прощаюсь. До скорого.